Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Сначала хочу вам посоветовать дружественный нам молодой, но амбициозный канал под названием «Планета Земля». Если вам не хватает брутальности, экспрессии и скорости звука, то вам на канал «Планета Земля», где собирают видеоэнциклопедию не только про животных. Господа, что-то мы давно не говорили о драконах, хотя сегодня у нас в гостях дракончик, потому что настоящий дракон живет на острове Комодо. О нем и о других рептилоидах из прошлого вы сможете узнать в плейлисте «Рептилии и насекомые». Ну а у нас сегодня в гостях обыкновенная игуана или зеленая игуана, крупная растительноядная ящерица семейства игуановых, ведущая исключительно дневной древесный образ жизни. Все потому, что зрение у зеленой игуаны хорошее, но она практически слепнет с наступлением темноты. Как и у большинства других ящериц, у игуаны сохранился и третий глаз, называемый теменным и расположенный на макушке. Он находится в специальном отверстии на стыке лобной и теменной кости черепа и покрыт большой чешуйкой, центральная часть которой полупрозрачная. Этот рудиментарный светочувствительный орган достался животному от далеких предков. В настоящее время он не в состоянии давать изображение, хотя и имеет недоразвитый хрусталик и сетчатку. Его функции ученым мало понятны, но, по-видимому, он участвует в синхронизации суточных ритмов организма и обеспечивает ориентацию животного в пространстве. Обыкновенная игуана была впервые научно описана шведским врачом и натуралистом Карлом Линнеем в 1758 году. В последующие годы было выделено не менее 17 видов и подвидов, относящихся к обыкновенной игуане. Однако все они, за исключением карибской зеленой игуаны, были признаны недействительными. В первой половине 2000-х годов сотрудниками Американского университета долины Юта было проведено исследование ген игуаны на предмет выявления ее происхождения. Этот анализ показал, что вид зародился в Южной Америке, откуда распространился в Центральную Америку и на Карибские острова. Название игуана изначально происходит от слова «иуана», название животного на языке таино, народа, населявшего острова Карибского бассейна и исчезнувшего с приходом конкистадоров. И испанцы стали именовать рептилию на свой лад – игуана, и затем из испанского слова перекочевало как в научную терминологию, так и во все современные европейские языки. Длина взрослой игуаны обычно не превышает 1,5 метра при массе до 7 килограмм, хотя в лесах Южной Америки некоторые особи могут достигать длины 2 метра при массе 8 килограмм, а на полузасушливых островах типа Кюрасао размер ящериц, наоборот, обычно на 30% меньше, чем у животных, обитающих на материке. Это обратная сторона медали островного гигантизма. Кто-то становится больше, а кто-то, наоборот, меньше. Несмотря на свое название, окрас нашего мини-дракончика не обязательно зеленый и во многом зависит от возраста и района обитания. На юге ареала, как, например, в Перу, игуаны выглядят голубоватыми с черными пятнами. На островах Кюрасао, Аруба, Гренада их цвет варьируется от зеленого до бледно-лилового, черного и даже розового. На западе Коста-Рики обыкновенные игуаны выглядят красными, а в более северных регионах, как, например, в Мексике, оранжевыми. В Сальвадоре молодые особи часто выглядят ярко-синими, однако их окрас значительно изменяется, когда ящерицы становятся старше. Зеленая игуана – одна из наиболее распространенных видов ящериц, чей изначальный ареал охватывает тропические области зеленого полушария от Южной Мексики до Центральной Бразилии. Излюбленные места поселения игуан – это разнообразные биотопы с густой древесной растительностью, главным образом влажные тропические леса, но также полувлажные леса, мангровые заросли и сухие открытые зоны морских побережий.
Большую часть жизни проводят на деревьях, как правило, растущих по берегам медленно текущих рек. Прохладные ночи они проводят на толстых ветвях в среднем и нижнем ярусе деревьев, однако с восходом солнца стараются забраться повыше, где подолгу греется на солнышке. Солнечные ванны повышают температуру их тела, а ультрафиолетовое излучение вырабатывает витамин D, способствующий пищеварению. Лишь спустя несколько часов такого грения в солярии рептилии отправляются на поиски пищи вниз к кроне. В ненастную или прохладную погоду игуана придерживается ближе к земле, потому что таким образом она лучше сохраняет внутреннее тепло. Эта ящерица – превосходный лазальщик. Она способна упасть с высоты до 15 метров на землю и не разбиться. При этом при падении игуаны пытаются зацепиться когтями задних конечностей за листву. К тому же игуана хорошо плавает, при этом тело держит полностью погруженным в воду и лапы вытягивает вдоль туловища, а перемещается с помощью извилистых движений хвоста. В отличие от большинства других видов семейства, зеленые игуаны являются исключительно травоядными, употребляя в пищу только листья, побеги, цветки и плоды около 100 видов тропических растений. Молодые ящерицы нередко поедают экскременты взрослых животных, чтобы восполнить свои потребности в микрофлоре, необходимой для переваривания малокалорийной вегетарианской пищи. Животные не способны пережевывать пищу. Они лишь срезают достаточно большие куски своими мелкими зубами и сразу глотают их целиком. В дикой природе большинство игуан начинает хотеть любви примерно с возраста 3-4 лет. Начало брачного сезона чаще всего приходится на январь или февраль, однако может варьироваться в зависимости от района обитания. В брачный период, который продолжается около 2 недель, самцы становятся крайне агрессивными по отношению к находящимся поблизости соперникам. Однако в дикой природе прямые столкновения между ними достаточно редки. В случае угрозы более слабая ящерица предпочитает ретироваться и не вступать в схватку. После незатейливого процесса соития беременность у игуанихи длится около 65 дней, в конце которой самки уходят наверх по течению на сухие песчаные отмели и дюны. В песке выкапывается яма глубиной от 45 сантиметров до метра, куда игуана-беременяшка в течение 3 и более дней откладывает большое количество яиц от 20 до 71. Яйца белые, длиной 35-40 мм, диаметр около 15. В случае дефицита подходящих мест одной ямкой могут воспользоваться одновременно несколько ящериц. Кстати, были известны случаи совместного использования одной ямы игуаной и американским крокодилом. Ну, правильно, они же родственники. Отложив яйца, ящерица аккуратно закапывает ямку и покидает место, забывая этот кошмарный день и более не заботясь о потомстве. Инкубация длится 90-120 дней при температуре 30-32 градуса. Детеныши появляются на свет обычно в мае, пробивая скорлупу с помощью специального мясистого нароста на лбу – карункулы. Своим цветом и формой они почти не отличаются от взрослых особей, однако имеют слабо выраженный гребень. Молодые ящерицы вполне самостоятельны, хотя при появлении на свет могут иметь при себе небольшой желточный мешочек, содержащий питательную смесь на первую 1-2 недели. Выводок держится вместе в течение первого года жизни. В группе самцы своим телом прикрывают самок от хищников. Эта особенность отмечена только у этого вида среди всех других рептилий. В дикой природе игуаны в среднем живут около 8 лет. В неволе при правильном уходе зеленая игуана может жить более 20 лет. В древности жители цивилизации майя верили, что мир расположен внутри гигантского дома, и 4 игуаны, которых индейцы называли идзам, играют роль его стен. Это примерно как черепахи держат землю, хотя они же тоже рептилии. Каждая игуана символизировала определенную сторону света и имела свой особый цвет. На небе
Хвосты игуан сходились таким образом, чтобы образовывать крышу. Этот дом майя называли Идзамна, буквально «дом игуаны». В классический период цивилизации майя в некоторых городах игуану почитали как бога, олицетворявшего все на свете. Бог был настолько велик и всеобъемлющ, что его даже редко изображали на рисунках. По окончании классического периода использование образа игуаны как божества постепенно прекратилось. А вы знали, что эти зеленые древние божества часто чихают? Теперь знаете, зеленые игуаны во многих странах мира, в том числе и в России, пользуются большой популярностью в качестве экзотического домашнего животного. А как вам такой динозаврик-веган? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!